Привет всем! Меня зовут Елена Эрмина. Сегодня мы будем с вами вязать крючком. Предлагаю к вашему вниманию летнюю майку, которая свяжется очень простым, легким узором. Данный вид узора свяжет любая начинающая вязальщица. Майка вяжется тоже достаточно просто. А как ее связать, я поделилась с вами выкройкой и всеми схемами вязания. Такая майка классическая, базовая, должна быть у вас обязательно в гардеробе, потому что они очень удобные и практичные, и летом в них не жарко. Свяжите себе обязательно. В конце данного видео вас ждет каталог всех моих подробных победительных мастер-классов по вязанию крючком и спицами, разработанных мной специально для начинающих. Выбирайте любой проект и присоединяйтесь к вязанию. Пряжу для вязания узора для летней майки я выбрала Baby Cotton. Это 100% египетский хлопок, в 50 граммах 180 метров. Вязать узор буду крючком номер 2,25. Все ссылки на летнюю пряжу, на интернет-магазин и свой промокод на скидку, размер скидки 5%, я оставила для вас в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Раппорт узора состоит из 2 рядов и 2 воздушных петель. Для образца набираем цепочку из 11 воздушных петель. Количество набранных петель должно быть кратное 2, плюс 1 петля для симметрии узора. Раппорт узора 2 ряда, 2 петли. Цепочку набрали. Приступаем к вязанию первого ряда. 1 воздушная петля подъема. Во вторую петлю цепочки, вот первая, вторая, провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля. Пропускаем 1 петлю цепочки в следующую, во вторую. Провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля. Пропускаем 1 петлю цепочки в следующую. Вяжем столбик без накида. Здесь у нас раппорт узора состоит из столбика без накида и 1 воздушной петли. Петлю пропустили, в следующую столбик без накида. И вот таким образом повторяем раппорт. Столбик без накида, 1 воздушная петля. Столбик без накида, 1 воздушная петля. Раппорт узора 2 петли. 1 воздушная петля, пропускаю 1 петлю и вяжем столбик без накида. Все, связали с вами первый ряд. Вот так смотрится у нас узор в первом ряду. Всего мы связали 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов. Вот эта петля для симметрии. Между столбиками по 1 воздушной петле. Второй ряд. 3 воздушные петли подъема. Они засчитываются как за столбик с одним накидом, плюс 1 петля, 4 для узора. Разворачиваем вязание на другую сторону. Здесь мы находим вершину столбика без накида. Вот у нас столбик без накида, и крючок я ввожу под косичку, значит, под переднюю и заднюю стенку снизу. Провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И повторяем раппорт. Опять же, находим столбик без накида в предыдущем ряду, в первом. Под косичку вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Находим столбик без накида, вот он. Под косичку ввожу крючок. Столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Столбик без накида. В вершину столбика провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И здесь у нас была 1 петля для подъема. Вот в эту петлю под косичку, опять же, в конце ряда вводим крючок. Провязываем столбик с одним накидом. Здесь раппорт узора у нас также 2 петли. В основу раппорта входит столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и так далее.
Количество столбиков здесь у нас с учетом 3 петель подъема 6. Связали один раппорт узора. Вот так вот он смотрится. Раппорт узора 2 петли, 2 ряда. Давайте вместе с вами свяжем переход от первого раппорта ко второму. Будем вязать третий ряд. Третий ряд вяжется точно так же, как первый. 1 петля подъема. Третий ряд — это начало второго раппорта. В вершину столбика с одним накидом крючок ввожу под косичку, провязываем 1 столбик без накида, 1 воздушная петля. Там, где у нас следующий столбик с одним накидом, крючок ввожу всегда под косичку, столбик без накида, 1 воздушная петля. И повторяем раппорт до конца ряда. То есть у нас в основу раппорта входит столбик без накида, 1 воздушная петля, столбик без накида, 1 воздушная петля. Все очень просто. Если вы хотите получить узор более ажурный, тогда вы можете вязать вместо одного столбика с одним накидом во втором ряду столбики с 2 накидами. Давайте закончим ряд. Пропускаем 1 петлю цепочки, либо в 3 петлю подъема. 1, 2, 3. Провязываем столбик без накида. И таким образом мы закончили ряд и его спрямили с обеих сторон. Вот так вот. Третий ряд связали. Давайте закончим второй раппорт. Свяжем 4-й ряд. Я его буду вязать точно так же, как вязала второй ряд узора. 3 воздушные петли подъема. 4 петля элемент узора. Находим столбик без накида. Вот первый, второй. И в вершину столбика без накида под косичку ввожу крючок. Провязываю столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Здесь также находим столбик без накида под косичку. Провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Находим, видите, у нас столбики друг над другом. Соблюдаем симметрию. И повторяем раппорт до конца ряда. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, а раппорт столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Все очень просто. Здесь мы заканчиваем ряд, провязываем столбик с одним накидом в первую петлю подъема. У нас была воздушная петля в начале ряда связана. Вот сюда мы провязываем вот этот столбик. Все. Связали. Вот такой вот у нас узор с вами получился из 2 раппортов. Всего связано 4 ряда. Для того, чтобы продолжить вязание, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания 3-го ряда и вяжите вместе со мной, повторяя все время 3 и 4 ряды. То есть здесь раппорт узора 3, 4, 3, 4 ряды. Вяжите на необходимую высоту вот этот узор. Все просто. Давайте рассмотрим узор с одной стороны и с другой стороны. Здесь вид узора, там, где мы провязали с вами все четные ряды. И так смотрится узор, где мы вязали с вами все нечетные ряды. То есть это 1 и 3 ряды. А здесь 2 и 4. Я рекомендую вам сделать лицевую сторону узора там, где мы вязали с вами все четные ряды. Вот это лицевая сторона узора, а там, где связаны все нечетные ряды, это изнаночная сторона узора. Но здесь вы уже решайте сами, как вам больше всего нравится. Всеми схемами и выкройкой я с вами поделилась в этом видео. Также вы можете потом найти эти материалы на моем канале на Яндекс.Дзен. Название канала «Вязание крючком» Елена Ирмина. И сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог всех моих попетельных мастер-классов. Все мастер-классы формат видео, плюс схемы, если они у меня есть.
Выбирайте любой понравившийся проект и пишите мне в комментариях под этим видео название проекта, который вы хотите связать, и я вам отвечу, как получить мастер-класс. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете 2 ссылки, где проходят победительные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать». Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер, от 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин на любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный, состоит из 7 частей. Формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку. Название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать Белоснежку», и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет «Незабудка» можно связать на любой размер и на любой возраст.
Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с вточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет незабудка, либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать незабудку. Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать васильковое поле. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка. Можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия: топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Можно связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо крючком. Вяжется здесь модель интересным способом, а как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите «Хочу связать карамельку», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать», и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.